Осенний ветер тихо шуршал между надгробиями кладбища в Чикаго, унося запах увядших цветов и тяжесть воспоминаний. Маргарет Смит стояла перед могилой своего единственного сына, Итана, чувствуя пустоту, которую ничто не могло заполнить. Прошло 3 года после той аварии, но каждый визит возвращал боль заново. Когда-то она управляла корпорациями и принимала решения, влияющие на жизни тысяч людей. Здесь же она была лишь матерью, разбитой и безмолвной. В этот день она ожидала одиночества, но у надгробия Итана уже стояла молодая женщина с маленькой дочкой на руках. Тело женщины дрожало, словно сама душа страдала, а ребенок, не старше 2 лет, держал игрушечного медвежонка. Маргарет почувствовала странное сочетание тревоги и знакомой теплотой, словно увидела частичку сына в чужом ребенке. Женщина, чье имя позже оказалось Изабелла Джонсон, пришла поблагодарить человека, которого никогда не знала лично, Итана. 3 года назад она была беременна, бедна и одинока, и именно помощь Итана через благотворительный фонд позволила ей выжить и сохранить ребенка. Сейчас она стояла перед могилой Итана вместе с дочкой Лусией, словно судьба свела их с Маргарет, чтобы показать, что доброта сына жила дальше. Маргарет впервые за долгое время ощутила легкость. Они вместе прогуливались по кладбищу, а потом и по дому Маргарет, делясь историями, учась друг у друга. Лусия смеялась и бегала по комнатам, а Маргарет постепенно снова ощущала радость, которую утратила с гибелью сына. Найдя среди старых бумаг письмо Итана, Маргарет поняла, что помощь одиноким матерям была его мечтой. Она создала фонд его имени и пригласила Изабеллу работать с ней. Вместе они поддерживали женщин по всей стране, а смех Лусии стал символом надежды. В годовщину смерти Итана Маргарет снова пришла на кладбище в Чикаго, теперь с Изабеллой и Лусией. Они положили свежие белые лилии, и Маргарет поняла, несмотря на утрату, любовь и доброта Итана продолжают жить, соединяя жизни разных людей. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.